Лена была разведенкой с ребенком. Во всяком случае, ее именно так называли подруги, которые тоже в личной жизни потерпели фиаско. «Теперь ты в нашей группе РСП», — говорили они с иронией. Когда-то ее муж отправился работать на север вахтовиком, познакомился в поезде с какой-то дамочкой и так домой и не вернулся, а только позвонил и попросил подать на развод. Вот практически и вся история семейной жизни. Хотя нет, не вся. Были прекрасные года семейной жизни до этого. Или, может быть, только Лена их считала таковыми. Ведь 5 лет в браке, дочке Настеньке 4 года. Свое жилье не успели купить. Вот как раз ехал на заработки, чтобы накопить на первоначальный взнос. А в итоге Лена вздохнула. Как все объяснить Насте? Дочка с отцом хоть и не были близки, но все равно. Но Настя восприняла все намного спокойнее матери. Может, в силу возраста, или потому что папа с ней практически не проводил время. Лена не хотела быть в группе «разведенка с прицепом», да и не нравилось ей это выражение, которое услышала от подруг. Ей хотелось быть любимой, несмотря на подлость уже бывшего мужа. Она хотела скорее создать новую семью, ведь с момента развода прошло полгода. Хотя даже через месяц после того звонка она уже поняла, что вообще не думает о муже и совершенно без эмоций пошла и подала на развод. Лена усиленно искала себе нового мужа, пока была еще молода и красива. Знакомилась в интернете, просила подыскать ей парня среди друзей и даже один раз ходила на быстрые свидания. Итог – куча знакомых извращенцев в интернете, ни одного парня среди друзей и скучный поклонник после быстрых свиданий. Потаскал он пару букетиков Лене домой и в итоге был послан подальше. Однажды Лена услышала в каком-то мыльном сериале фразу одной героини: «Путь к сердцу женщины лежит через ее ребенка». «Как это верно сказано», — подумала Лена. «Надо искать хотя бы отца для моей дочери, а там стерпится, может и слюбится». Интернет не вариант насчет поисков отца. Поклонник из быстрых свиданий уже нашел себе другую икону для поклонения. Да и зачем судьбу испытывать? Она сама найдет мужа и дочки отца. В магазин, где работала Лена, стал заезжать новый поставщик товара Федор. Долгое время Лена на него не обращала внимания. Самый обычный и ничем не примечательный парень. Привез товар, пересчитали, дал расписаться в накладной и уехал. Но однажды она увидела любопытную ситуацию. Федор ждал, пока Лена обслужит очередь, в которой сильно плакал малыш, держа за руку свою мать. Федор взял с прилавка шоколадку и присел на корточки перед малышом. «Ну и что у нас за горе?» – спросил он малыша. «Смотри, какая вкусная шоколадка! А если ее раскусить зубами, там будут орешки, а они очень полезные для карапузов». Малыш успокоился и, улыбаясь, взял шоколадку. Федор за нее расплатился со своего кармана. Когда уже они с Леной принимали товар, она спросила у него: «У тебя что, денег много? Как это ты, не зная ребенка, купил ему шоколадку?» «Мне всегда жалко детей, когда они плачут. Мать разговаривает по телефону и никакого внимания не обращает, что маленькому человечку плохо и обидно за что-то. Ну что я, обеднею от такой покупки?» «Вот это да!» – подумала Лена. «Детей любит и щедрый такой. Интересно, он женат?» Федор будто услышал ее мысли и продолжил. «У меня есть сын Алеша, ему 5 лет. Мы с женой в разводе, но я очень скучаю по своему малышу. А моей дочери 4 года. Она очень славная, ее Настей зовут», – сказала Лена. «А я знаю про тебя все», – ответил Федор. «Откуда?» – насторожилась она. «Да все просто», – улыбнулся Федор. «Как узнают все парни с неброской внешностью о таких красавицах, как ты?
Спросил у твоей директорши. Она мне все и рассказала. Еще предложила мне, чтобы я решился и пригласил тебя на свидание. Ну вот, я решаюсь. Может, сходим куда-нибудь? Можно с дочкой. С тех пор начался их роман. Лена не сразу влюбилась в Федора. Он действительно на внешность был непримечательным. Хотелось бы красавчика, но зато он был милым. Ее сердце замирало, когда Федор аккуратно разрезал Насте мороженое в тарелочке, чтобы оно немного подтаяло, и держал малышку на коленях на игровых автоматах. Ее родной отец так никогда не делал, и Настя была в таком же восторге, как и ее мама. Что там за дура его бывшая жена, которая упустила такого отца для своего ребенка, думала Лена. Но для Федора это была больная тема. Он тщательно скрывал все то, что было связано с прошлой жизнью, и твердил только одно: «Пока ничего говорить не буду, боюсь сглазить». Через 4 месяца встреч Лена с Настей переехали к Федору в его двухкомнатную квартиру. Мама Лены, Анастасия Юрьевна, просила хорошо подумать дочь. Едет она к алиментщику, да еще и сама Лена в сомнении, любит ли она Федора, не только же из-за ребенка к нелюбимому перебираться. «Да люблю я его, мама», — отвечала Лена. «Но приживемся, тогда еще больше полюблю». Приживались легко. Федор был добр и ласков к своим девочкам, но что-то его все же мучило. Через месяц он сказал, что скоро все должно решиться, а что именно, опять боялся сказать, чтобы не сглазить. Лену сначала тяготило то, что Федор ей не рассказывает, а потом отпустила это. Но ведь не любовница у него. Может, повышение ждет или еще что-то. Правда, это еще что-то она не могла и представить. И вот однажды Федор надел костюм и куда-то ушел, попросив Лену и Настю подержать за него кулачки. Он вернулся счастливый со своим сыном за ручку. «Вот, теперь я все могу рассказать тебе», — радостно сказал Федор Лене. «Я долго бился за сына, чтобы забрать его к себе. 3 суда, куча бумаг. Но если бы моя бывшая жена была хорошей матерью, я бы такого не сделал. Но она пьет как не в себя. Сына прятала от меня, а потом надолго оставляла Алешку на каких-то себе подобных подруг и сутками дома не была. В общем, все получилось. Лешка с нами». Лена растерянно смотрела на мальчика, который также растерянно стоял среди комнаты и молчал. Вот это поворот. Ребенок был каким-то замкнутым, может, даже отставал в развитии. Зачем же Насте такой брат? Чему она у него научится? Как выяснилось, Леша еще не выговаривал несколько букв. «Федор, я не смогу стать ему матерью. Почему ты сразу ничего не сказал?» — спросила Лена. «Я проиграл 2 суда», — грустно ответил Федор. «Я боялся, что если скажу, то проиграю и 3. Давай попробуем как-то притереться. Лешка у меня хороший, присмотрись к нему». Ночь Лена не спала, все думала. Она видела, как Лешка громко хлюпает чаем, когда его пьет, как криво держит ложку, как смотрит в одну точку несколько минут, и у нее возникала неприязнь к этому ребенку. Наутро она собрала Настю, свои вещи и вызвала такси. «Я понимаю», — сказал Федор. «Ты думаешь, что Лешка у меня ненормальный? Да он полностью здоров, только надо ему создать условия и любящую семью. Он же этого еще толком не чувствовал в своей жизни. С его матерью развелись-то 2 года назад, да и пока жили вместе, не все ладно было. Но если ты не потянешь, я тебя не осуждаю и не держу. Что ж, иди». Федору было это больно говорить, но он сказал, крепко держа за руку сына. Когда закрылась дверь за Леной и Настей, он посадил сына на диван смотреть мультик, а сам вышел на балкон.
Оттуда он видел, как Лена и Настя садятся в такси. В это время Настенька посмотрела наверх и увидела его. В ее глазах была печаль и непонимание. Эти же чувства были сейчас у Федора. По-другому он себе все представлял, ведь он полюбил Лену и Настю и думал, что его девочки также полюбят Алешку, которому и так не сладко пришлось, а вышло вон как. Но сына он больше в обиду не даст, никому и никогда. Лена вернулась к маме. Она была уверена, что та все поймет, но, на удивление, Анастасия Юрьевна только вскипела от такой новости. «Ты думаешь, наши дети от первого брака так нужны мужчинам? Ага, они прям мечтают, чтобы им попалась девушка, да еще и с ребенком», — возмущалась мама. «Но берут же в жены и с 2, и с 3 детьми, и больше, и даже с больными. А вот мы, женщины, очень боимся сложностей. Как узнаем, что мужчина с прицепом, так тут же исчезаем. Даже алименщиков боимся. Эх ты этого мальчика меньше суток видела и сбежала. Бесстыжая. Не только путь к сердцу женщины лежит через ее ребенка, но и такой же путь к сердцу мужчины, если он настоящий отец. Эх, бедный Алешенька». В эту ночь Лена не могла уснуть. Она думала о Федоре, о маленьком Алеше. Мама была права, она эгоистка. Ее Настенька росла всегда в любви и не была такой, как этот мальчик. Но мальчишка не виноват в том, что у него была такая мать, в том, что он не знает, как его могут любить. Слезы текли сами по себе. «Дура ты, Ленка», — говорила она шепотом. «Ох, дура!» Она вспоминала Алешку. Он был похож на загнанного щенка. Грустные глаза, неловкие движения. Как будто боялся что-то сделать не так. А может, и вправду боялся. Кто ж знает, как ему доставалось от матери. Под утро Лена уснула. Ей снилось, как они вчетвером гуляют по ромашковому полю, как им весело. А потом они устроили пикник и смотрели, как дети ловят кузнечиков. Проснулась она уже с улыбкой и твердой решимостью все исправить. Лена позвонила Федору. Не прошло и одного гудка, как он ответил, как будто ждал. Да, он ждал. Точнее, он сам хотел позвонить. Сам в эту ночь не спал. Корил, что сразу не рассказал Лене. Может, тогда все было бы по-другому. Лена попросила начать все сначала. Встречаться с детьми, общаться. Но пока вместе жить не будут. Надо привыкнуть. Лешка оказался смышленым парнем. Его водили к логопеду и быстро научили адаптироваться к обычной жизни. Лена опять переехала к Федору. Вскоре они поженились. Когда Леша впервые ее назвал мамой, она расплакалась и обняла его. А потом домой пришли Настя с Федором. Настя увидела, как плачет мама, и закричала: «Папа, скорей сюда! Что-то случилось! Мама плачет!» С тех пор прошло 14 лет. Семья до сих пор вместе. Настя студентка, Леша в военном училище. Общему сыну Ване 10 лет. Лена с ужасом представляет себе другой разворот событий. Если бы она тогда отказалась от Федора с Лешей, то как бы повернулась ее судьба? Ой, лучше даже не думать об этом, ведь свое счастье она уже нашла. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.